Марго и ее мать жили вдвоем в небольшой, но уютной квартирке на окраине города. Мать старалась дать дочери хорошее образование, ведь она верила, что знание – это ключ к успешной жизни. Они были очень близки, и Марго всегда чувствовала поддержку и любовь своей матери. Каждое утро они вместе завтракали, обсуждая планы на день, и Марго знала, что может обратиться к маме с любыми вопросами или проблемами. Однако после неожиданной и трагической смерти матери жизнь Марго кардинально изменилась. Она осталась одна, и все финансовые обязательства легли на ее плечи. Теперь ей самой нужно было оплачивать свое обучение в институте и аренду квартиры, что казалось непосильной задачей для молодой девушки. В отчаянии, чувствуя, как мир вокруг нее рушится, Марго подала заявление на академический отпуск в институте и начала искать работу, чтобы обеспечить себя. Она понимала, что должна стать самостоятельной и справиться с трудностями, которые внезапно свалились на нее. Несмотря на трудности, ей удалось найти вакансию официанта в местном ресторане. На следующий день ее пригласили на собеседование. Когда Марго вошла в ресторан, ее поразил роскошный декор и дорогая мебель. Хозяйка ресторана, Катрин, была элегантной женщиной с харизмой, и после короткой беседы она решила взять Марго на испытательный срок. Марго быстро разобралась в работе и вскоре начала обслуживать своего первого клиента. Это был Роберт, постоянный клиент ресторана, который сразу же заметил новую официантку. Он начал флиртовать с ней, предлагая различные варианты, но Марго, будучи скромной и сосредоточенной на работе, отказалась. Это лишь разозлило Роберта, и он начал смеяться над ней, оскорбляя ее из-за цвета кожи. Катрин, которая была влюблена в Роберта и желала его одобрения, решила избавиться от Марго. Она обвинила ее в краже денег из кассы, не предоставив никаких доказательств, и уволила девушку. Марго была шокирована и не знала, что делать дальше. Она чувствовала, что мир рушится вокруг нее, и не понимала, как могла оказаться в такой ситуации. В эти трудные дни Марго нашла старое письмо от матери, в котором та раскрыла правду о ее отце. Мать Марго, оказавшись перед трудным выбором, ушла от жениха перед свадьбой и встретила Марка, который воспитывал ее как свою дочь. Однако, как оказалось, ее биологическим отцом был именно Роберт, тот самый постоянный клиент ресторана. Когда Роберт узнал о ситуации, он подошел к Марго и извинился за свои оскорбления. Он предложил ей помощь, и хотя Марго была полна противоречивых эмоций, она решила принять его извинения. Это было непросто, но она поняла, что у нее есть шанс наладить отношения с отцом, который, возможно, сможет помочь ей не только в трудную минуту, но и в поиске своего места в жизни. Марго приняла решение начать новую главу своей жизни, полную надежд и возможностей. Она была готова попробовать наладить связь с Робертом и, возможно, восстановить утраченные отношения, которые могли бы стать основой для их совместного будущего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.